Здравствуйте. Я вообще не придумал, что можно пока что снимать. Поэтому я решил взять с бесплатного стима FNAF. Первый, второй, третий и четвертый. И по очереди их пройти. Поэтому чё бы нет. Семейная пиццерия разыскивает сотрудника на работу охранника в ночную смену с 12 вечера до 6 утра. Наблюдение по камерам обеспечено. Я пытался прочитать. Я не успел. Я прямо все полностью о FNAF я не знаю. Но бояться мне здесь нечего. Почти. Я последний раз во FNAF играл, оригинальный, Привет, года два привет, назад. привет! Я Привет. решил сделать для тебя запись, чтобы помочь твоей первой ночной сменой. Ну, я на самом деле уже работал здесь до тебя. Это было на прошлой На неделе. самом-то деле я хочу за одно Кстати, как бы видео это странно ни пройти звучало, тебе не весь стоит ни о первый чем FNAF. беспокоиться. Ты справишься. Почти Просто весь, сосредоточься на том, чтобы кроме продержаться первую неделю. кастомной Хорошо? ночи, Так, а пожалуй, я шестой я начну с самого подумаю. предварительного приветствия от Может компании, пройду, может не который я пройду. обязан зачитать. В всяком Это случае, у я меня говорю есть два обязательно. способа Итак, для добро прохождения. пожаловать в пиццерию Фредди Фазбера. Способ, Это волшебное место для взрослых и детей, в котором который мне отрывочные больше серии, нравится, Фазбер это Entertainment не несет CD+, ответственности за испорченное оборудование и за вашу который жизнь. скипает Если одну что-то ночь. вышло из строя, кто-то умер или потерялся, Или отчет о просто сотруднике сидеть подается в здесь, течение 3 ждать месяцев и не раньше, с чем в 6 утра. помещении произведут генеральную уборку и замену ковров. Кстати, куда у Бла-бла-бла-бла-бла. меня Хоть это и энергия звучит уже хорошо, но я потратилась, вот уверяю это. тебя, не стоит волноваться. Как она так быстро уходит? Аниматроники Она же не справляются с уходила проблемой, так быстро, однако по-моему, не? можно ли их винить за это? Конечно, нет. А если бы меня заставили Вообще, я перенести помню, как в персонаж гибели в течение школе 20 ко лет, мне это чистая подошел ДВС, я также был бы какой-то раздражен в челик. ночное время. Главное помни, что эти персонажи Я вот занимают особое спросил, место в чё, сердцах не людей и можешь заслуживают пятую хоть ночь какого-то пройти? уважения. Понял? Он сказал, Ну и хорошо. что Итак, не просто забудь получается, обо всем, энергия что они постоянно любят уходит. иногда попросить. Может быть, Я какое-то предложил объяснение ему помогает свою движению? помощь и Или взял, ты прошел смотрел на это пятую ночь с относительно первой ранее, пока попытки. замки не заклинило от долгого простоя? Я не Вроде раньше могли хвастаюсь. пройти большое время, пока не произошел Ладно, сбой немножко. 87. Да уж, и я в шоке. На самом деле я Твою просто задницу, охренел, по-моему, потому какие-то что я слабые ожидал, что у меня формулировки. не получится. Ладно, сейчас о твоей безопасности. Но у меня Ночью стоит получилось. беспокоиться только об Это одном. оказалось не Если так через трудно, как я несколько часов ожидал. к тебе забредут эти персонажи, Но скорее всего, они сейчас, не я смогут распознать думаю, тебя как все мои человека. слова будут Скорее всего, они бесполезны, и я, распознают тебя скорее как всего, металлический эндоскелет без просру костюма. уже Так где-то как на каждый третьей ночи. подчиняется своим собственным правилам в пиццерии Фредди Фазбера, то посчитает Шанс это этому вполне неприемлемым есть. и попытается насильно впихнуть тебя в Я костюм помню, Фредди когда я еще Фазбера. в третий FNAF Все играл, было бы не так уж и ужасно, если бы костюм не и состоял из мне... Я стекла, там проводов никак не и мог пройти других четвертую механизмов, ночь. Кстати, пользуясь, почему-то для например, меня четвертая фонариком ночь от была бодибилдеров. труднее пятой. Помеси в Я голову никак не людям, мог пройти здравствуй, ты четвертую почувствуешь ночь. не только И в какой-то дискомфорт, момент, но и при каком-то умрешь. перезапуске, К твоему счастью, остается лишь найти эта для глазных гниль яблок и черешню, просто которые, скорее начала всего, вывалятся из маски костюма постоянно Фазбера. залазить в одну и ту же Тебя об этом не вентиляцию, предупреждали, вылезать устроив на из работу? нее Эй, первый день и покажется так до приятным. 6 утра. Оставим это Я до вообще долгого не понял, разговора. в чем проблема, но Проверь, пока меня это замерли, не забывай устраивало. закрывать двери при крайней необходимости. Береги энергию. Ну и давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Забавно звучит во FNAF, конечно. А ночь, думаю, выйдет довольно-таки спокойная, потому что это первая. На самом-то деле я вот кучу раз думал, а насколько бы сложно было выживать в этих ночах в реальной жизни. И я понял, вот, что мне даже в первой части было бы очень трудно выживать. Потому что я бы, скорее всего, не успевал не смотреть, не закрывать, не освещать. И, короче, я не умный человек.
Вообще можно было об этом и догадаться. Я разговариваю такими обрывками, что охренеть. Картавые, прыщи уже на протяжении года не могу просто заставить себя умываться нормально, и если уж выдавливать прыщи, то хотя бы йодом мазать. Вообще скучно. Это первая ночь, что я от нее хочу? Я бы мог ее в самом деле скипнуть и начать со второй, но зачем? Хотя я вот помню, когда я только начал знакомиться с ФНАФом, я, по-моему, просто лежал на кровати, смотрел Винди. Он там начал снимать FNAF 3. Так я не помню, какое время спустя я смотрел эти видео. В общем-то, я посмотрел немножко на его прохождение, буквально секунды 4. И решил попробовать поиграть во FNAF 3 самому. Залез в сайты с названием этой игры. И нашел почти точную копию на сайте. Потому что тогда у меня мозг не распространялся. Не был развит мозг, как сейчас. Я не знал, что игры большинство надо скачивать, чтобы можно было в них нормально поиграть. Я играл во FNAF 3 на сайте, но этого мне было вполне достаточно, я испугался. Причем на первой ночи, где вообще ничего не происходит, я испугался просто из-за того, что не знал, а вдруг что-то будет, вдруг что-то появится. И с такими мыслями я, не знаю, может, до 2 часов я там просидел и вышел. О, курица на кухне. Я минуту назад, до начала снятия ролика. На самом-то деле я не думаю, что мое мышление как-то с того времени поменялось. Я вот как тогда лежал на кровати, думал, что в будущем мне будет не очень хорошо, легко и приятно жить. Так и продолжаю так думать до сих пор. Мне как было скучно, даже если я чем-то интересным занимаюсь, мне до сих пор так же. Постоянно не могу найти, чем бы заняться, поэтому я нашел себе YouTube. Но ради приличия, появитесь до 6 утра. Вот здесь вот. В дверях. А, курица опять решила пойти... Ну ладно, Чика опять решила пойти на кухню. Зачем, нафига, почему, как? Мне здесь скучно вообще-то. Знаете, я на самом-то деле давно думаю о том, чтобы начать снимать видео с вебкой. Хотя мне кажется, что это плохая идея, но мне все равно хочется. Правда, некоторые видео я снимаю, пока у меня еще родители дома. Я думаю, не будет очень приятно их видеть в кадре. Да и в принципе мое лицо будет не очень приятно видеть в кадре. Будет загораживать, не знаю, пол экрана. Не думаю, что это будет приятно смотреть.
Да, еще и пресси я уберу. Не знаю. Посмотрим. На 100 подписчиков посмотрим. На самом-то деле у меня не было какой-то цели, вот просто на какое-то число подписчиков что-то делать. Привет! Мне не интересно. У меня не было цели на какое-то число подписчиков что-то делать особенное. Просто я думаю, что к 100 подписчикам я смогу наладить проблему хотя бы с прыщами. Родители-то ладно, кому не нравится их присутствие в видео, тем пусть продолжать не нравится. Чё, я разве что-то должен с этим делать? Я максимум, что могу с этим сделать, это снимать видео, пока их нету дома, что я сейчас практикую. Хотя, я думаю, уже давно было заметно, что я перестал даже вырезать звуки кашля моего отца, пока он на балконе. Да ё-моё, выключи. На самом-то деле у меня сейчас уровень громкости на 60% в компе выставлен. Ладно, у меня ноут. Так вот, 60% выставлено, и поэтому все звуки мне давят на ухо. Мне больно это слушать. Но я хочу что-то снять, потому что... Ну а чё, просмотры как-то сильно упали, особенно на последних двух видео. Да и надо как-то возвращать то время, пока я отсутствовал на ютубе до последних двух видео. Поэтому буду я их возвращать съемкой чего угодно. Могу просто докупить за 700 рублей, по-моему, крепление для экшн камеры на велосипедный руль и пойти потом с другом кататься просто на велике, не знаю. Я ж в Москве живу, до МКАДа доеду, наверное. Опять. Там пожрем в KFC. Опять. И поедем домой. Только надеюсь, в этот раз я, во-первых, дождя не будет, а во-вторых, я не упаду в мокрую грязь. Я, кстати, до сих пор велик от этой грязи не помыл, поэтому она там есть. Но мне на самом-то деле такой вид велика даже больше нравится. Неожиданно. Я не знал, что Фоксян на второй ночи активируется. Только для сотрудников? А что я тут делаю? Да, я сотрудник. Извините. Ничего страшного, значит, теперь буду еще за Фоктином следить. Но я правда не помню, я не помню, когда кто активируется. Но вот Фреддик будет на третьей ночи, это я помню. Тогда вот сюда камеру поставить надо. И иногда на нее смотреть. Кстати, надо посчитать быстренько, то есть 1, 2, 3, 4 минимум. Нужно услышать топанья Баняры, чтобы он появился слева. Так или иначе, я буду все равно проверять левую и правую дверь после каждого топанья. Надо наоборот Фреддика заранее. Надо Фреддика заранее посчитать, погоди. Вот первый хихи, второй хихи. Не, погоди. Да. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. То есть на шестом хихи, ха-ха, мне надо будет закрывать дверь.
Ой, ё-моё, это Даня, я думал... Я думал, у нас дверь открывают, это у меня кот спрыгнул. Ты чё так неосторожно спрыгиваешь? Кстати, а насколько уже видео? Офигеть, уже 15 минут видео, оказывается. А я об этом не знал. Не. Я тогда, наверное, до третьей... точнее, пройду третью ночь. Возможно, если не сдохну. Если сдохну еще раз, то вторую ночь пройду и на этом закончу. Первое видео по ФНАФу. А то не люблю затягивать видео дольше получаса. Да, надо бы перестать сидеть в телефоне на уроках русского языка. Это мой родной язык, а я на нем разговариваю чуть лучше иностранца. И то даже многие иностранцы лучше меня разговаривают на этом языке. Пока. Ты еще тут? Ты еще тут. В смысле, второй час и уже 72%, ну-ка уходи. Уходи, я тебе говорю. Кстати, я говорю, что у меня левый наушник сломан. Если не говорил, то вот говорю сейчас. У меня левый наушник сломан, поэтому многие звуки для меня это спереди. Конечно, в КС мне это не мешает, но вот в играх по типу ФНАФа мне приходится от одного тапка проверять все двери. И Чику, и Бонни, и Фокси, и Фредди. Хотя Фокси и Фредди по-другому надо проверять вообще. Они не топают. Фокси просто появляется вот тут постепенно. Фредди смеется надо мной. Хотя дворовые друзья у меня также делают. Но это уже не потому, что я какой-то не такой, а потому что много каких-то фейлов делаю. Ну или просто туплю. На самом-то деле я даже не замечаю, я что-то не так говорю или так. Чего, блин? Кто там стучится? Это камеры так работают, что ли? Камеры. Да, камеры. Да... Что за звуки? А, привет, Баняр. Что? Сорян. Вышел из строя. Кого это? Чей перевод? Очень сильно интересует. У меня уже 50% заряда. А сейчас только третий час. Так. Надо вспоминать, как нормально играть в первый FNAF, а то я даже четвертую ночь так не пройду. Че я устал уже говорить. Да.
На всякий случай. А когда ты убежишь? Убегай! Ты не видишь? Мне пораньше надо от энергии избавиться. Ну ладно. В принципе, можешь в краске вот сейчас бежать. Мне это кстати. А, не, все, можешь не бежать. Бонни ушел. Жалко. Ну, Фоксан. Давай беги. Не нервируй меня. Что в первом, что во втором, нафиг, ты меня заколебал уже. То фонарик тебе надо, то реакцию. На всякий случай сейчас закрою, потому что... А, не. Можно не закрывать. Ну так или иначе, я же выжил. Все. Хоть и плохо, но выжил. Че, почему так? Почему меня это так напрягает? Как будто вот через секунду вот я сейчас проиграю. Погоди-ка. А, не. Все. Я еще испугался, что я игру сломал, и у меня камеры сейчас недоступны. А, недоступны. Вот, блин, я выживу. Плохо звучало. Опять сказал какую-то фигню. Сейчас я уже просто так чекаю коридоры. Цели там от кого-то спастись у меня нет. Спасибо. Кстати, на самом-то деле я даже знаю, как пройти кастомную ночь 4/20, или как правильно говорить, 20/4. Вот, 20/4. Там можно просто каким-то чудесным образом поставить FPS на 2, и тебя просто не смогут убить. Привет. Пока. Чика уже ушла. Фоксан уже выглянул. Это значит что? Если я сейчас проиграю, то видео на этом закончится. Вот что это значит. Знаешь, как я ж когда-то проходил FNAF с 1 до 5 ночи без проигрышей. Почему я сейчас это не могу? Хотя ладно, тогда я почти каждый день в FNAF играл. Не знаю, кстати, почему. Вроде мне FNAF как игра прям так сильно не нравилась. Скорее, как история. Но почему-то играл я тогда почти каждый день в нее. Опа, это ты? Это не ты, в смысле, а ты где? Ты чё, офигела? Чика. Гулять выходи. Опять на кухне жрать пошла. А, да, проверять надо же. Все, проверил. Можешь в телефоне посидеть немножко. Время посмотреть. Я случайно микрофон ударил. Такое ощущение, что 3-ю ночь все-таки я пройду. Но вот есть такое ощущение. Потому что Бонни не двигается что-то. Чика там на кухне застряла.
А я не помню, когда активируется Фреддик. От Фоксина достаточно легко защищаться. Просто увидел, что его уже нету. Закрыл левую дверь, посмотрел в проход, посмотрел анимацию, как он бежит, и все. А, ой, вот сюда надо. Что-то, кстати, помойка там стоит. Снизу. Ободок какой-то. Это что, помойка, что ли? Это пить нельзя. Хотя в КНАФ можно было. О, Боняра ушел. Движ начался побольше. Ладно, я знаю, что эти камеры мне вообще не нужны, но хочется их проверять. Кстати, вот Чика почти пришла ко мне, да. Она опять ушла. Что не так? Почему? Может, правую дверь вообще оставить ее? Мне кажется, проверять не надо. Ну, кстати, по-моему, он уже близко. Боняра. Но не Чика, она все еще на кухне. Не знаю почему, вот сейчас вообще ничего не происходит, но сердцу плохо. Хотя, конечно, плохо. Я еще час назад такую катку слил, пока с другом играл в КС-ке. Все было хорошо до того, пока наши враги не стали кучками стоять в одной точке, а мои союзники не придерживались моим предложением просто пойти на А. Мы там на Инферно играли. Моя команда постоянно ходила на банан. Там мы вроде как пробивались, но с неким... со временем враги начали там просто стоять толпой. Мы там постоянно умирали. Я предложил команде все-таки сходить куда-то еще, кроме банана. Но все мои союзники решили пропустить это мимо ушей, из-за чего мы слили просто все раунды. Хотя до победы нам оставалось всего победить 3 раза. И все, этого было достаточно. Боняр ушел? Да ё-моё. А сейчас? Ушел, спасибо. 37%. Надеюсь, Фоксян сюда не придет. А то он может меня без энергии оставить. О, на старт. Внимание. Чё, марш не будет?
Марш. Нет, не марш. Марш. Опять не марш. Марш. Да ё-моё. Оставь внимание, марш. Да ё-моё, беги уже, опять не успеешь сейчас. Только тебя и ждем. Ой, ё-моё, зачем я правую дверь-то смотрю? О, вон он. Давай, 6 час. Иди ко мне. Я тебя жду. Да ё-моё, не тебя. Спасибо. Наконец-то я могу закончить это видео, потому что моя спина устала, надо походить. Давайте, до свидания, надеюсь, в этот раз я уйду ненадолго.